Chromecast 2020 с ТВ Google, вернее, с Google TV. И с вот таким вот интересным пультом на канале Технозон. Поехали. Привет, ребят. Короче, на самом деле интересный Chromecast приехал к нам наконец-то на обзор. И вот такой вот пульт очень многие ждут. После анонса его Гуглом все кричали, что это будет мега ошеломительный девайс. И действительно я прогнозирую, что этот девайс будет бестселлером, несмотря на то, что он не лишен каких-то недостатков. Честно вам скажу, сам по себе формат этого девайса мне очень нравится. Когда ты его включил сзади за телевизор, забросил, его не видно, и ты про него забыл. И какие-то опции и функции он выполняет. Сам девайс обозревать особо нечего, распаковку делать особо нечего. У нас есть USB Type-C для питания, но дело в том, что при использовании вот такого вот Bezos или Baseos, как я его называю, адаптера с USB Type-C, который подходит для, допустим, того же самого MacBook или допустим, для моего OnePlus 8 он подходит. То есть здесь можно получить доступ к USB портам, и питание подходит через USB-C PD. То есть здесь есть поддержка зарядки через него, или подачи питания, и вот через него проходит. Но мы через него завели флешку, то есть мы подключали флешку, скидывали файлы и завели через него вот такую вот мышь, обыкновенную мышку, и все как бы хорошо работало. Но при подключении, допустим, вот такого вот жесткого диска, не жесткого диска, а SSD, ему явно не хватало питания, он постоянно писал USB безопасно извлечено, либо нет поддержки, тут нужно разбираться, либо нужно попробовать вот такой же, допустим, такой же адаптер с внешним питанием, хотя он с внешним питанием, он должен брать отсюда питание, хотя там черт знает, как оно устроено, либо действительно нет поддержки такого большого объема. Тут будем еще разбираться, выпустим, может быть, дополнительное видео, может быть, не обещаю, если будут какие-то интересные новости. Ну и расстроил, конечно же, меня YouTube. YouTube расстроил настолько, что даже простой Xiaomi Mi Box сейчас поддерживает HDR в YouTube, а вот это вот Chromecast 2020 на том же M-Logic не поддерживает HDR в YouTube. И я свои любимые ролики, которые я снимаю сам в HDR на своем втором канале 4K GeoPlace, не смог проиграть их в HDR. Многие из вас скажут, что есть же Smart YouTube TV, есть Smart YouTube Next, и там можно проиграть в HDR. Нет, к сожалению, мы этого не покажем, но нет, там тоже HDR фризит, тормозит и не работает. И это его тоже один из основных минусов. То есть HDR в YouTube здесь не работает. По пульту. Пульт достаточно интересен, если бы не кнопки вот эти вот на боковине. Очень неудобно управлять громкостью оперативно. То есть обычно у нас пульт сам по себе прикольный. Хотя из дешевеньких материалов у нас есть навигационное кольцо, есть назад, есть голосовой поиск, есть включение-выключение звука, домик, YouTube, Netflix и кнопка питания и выбор входа. Ну, короче, тут суть-то дела, тут есть еще инфракрасный порт. Почему есть инфракрасный порт? Потому что данное устройство, данный Chromecast 2020 позволяет настроить регулировку, допустим, громкости вашим старым ресивером. У меня, допустим, Harman Kardon, я пульт от него давным-давно потерял, и он подтянул, вот как в NVIDIA Shield это реализовано, он подтянул регулировку моим старым Harman Kardon, плюс он подтянул управление моим телевизором, включение-выключение, и поддерживает полноценно ЦИК, то есть если у вас есть звуковая панель, которая работает через ARC, подключенная к вашему телевизору, он тоже ей будет управлять на включение-выключение через HDMI ЦИК. Отличная штука, то есть достаточно хорошо реализован функционал. По самому Chromecast, что мы здесь имеем? Ну, то, что здесь встроен Chromecast, это мы понимаем. Здесь можно транслировать, фирменная технология, все очень круто. Но что у нас по процессорам? Процессор здесь AM-Logic S905X3. Хотя слухи ходят разные, какой там процессор, но это все-таки Cortex A55, 4 ядра по 1,9 ГГц. Допустим, доступа к температурным режимам у нас нет, поэтому проверить, насколько данный процессор нормально работает в таком исполнении, тротлит или нет, насколько он греется, тоже невозможно. По крайней мере, нормально это сделать. Но тот контент, который мы проигрывали, мы даже поиграли в игрушки, показали, что здесь работает. Меня просто ругали, что я не показываю, как работают игрушки на некоторых говнобоксах. Мы показали, и это все работает
плавненько, хорошо, и мы его тестировали достаточно долго, чтобы проверить, насколько он греется, вырубается или что-нибудь еще. Нет, у нас не возникло с ним никаких моментов и вопросов по этому поводу. При этом 5 ГГц Wi-Fi топит почти 300 мегабит в секунду. Это очень круто. 2.4 топит под сотку. Это тоже в крайне неплохо для столь маленького устройства. Но проверяли мы это все на очень хорошем роутере Xiaomi AX3600, который поддерживает eMMO 2x2. Достаточно все хорошо летает, а вот теперь по минусам. Google TV это убогое говно. Вот я вам серьезно говорю, это убогое говно, в котором нормально нельзя отсортировать каналы. Многие каналы не работают. Например, у меня заработал TorServe Num, а каналы из Netflix, каналы из YouTube, не из YouTube работают, каналы из Netflix, каналы из HD видеобокса, их просто нет. Их просто нет, и они не поддерживаются. Отсортировать каналы невозможно. Плюс через голосовой поиск, если вы задаете, допустим, там, как я люблю, самый лучший фильм и Android TV поиск ищет меня во всех приложениях, то здесь он ищет только в YouTube, и забыть о поиске во всех приложениях пока что можно забыть. Хотя, я думаю, расковыряют, придумают, что сделать. Еще из минусов у нас есть отсутствие поддержки H265 кодека при воспроизведении контента через Plex с Plex Media сервера, либо с NFS и через Kodi. То есть, ну, по крайней мере, мы этого в обзоре не покажем, мы это не проверяли, потому что мы не используем его в таком варианте исполнения, хотя вот, в принципе, он для этого призван. Вот признан, но это уже отзывы реальных владельцев, и мы как бы об этом обязаны донести. Но справедливости ради, мы установили TorServe, мы установили и проиграли нормально, тяжелые торренты, 47 гигов играли, потом даже больше играли, просто уже просматривали потом фильмы. И он эти торренты воспроизводит достаточно бодренько, потому что у него достаточно высокая производительность. В 3D Mark он набрал цифры, вернее, показатели быстродействия. Процессор плюс графическое ядро намного больше, чем среднячковые iMlogic S905X3 решения в приставках такого, знаете, дешевого уровня. При этом, учитывая цену в 49 баксов, без подписки на Netflix, которые там предлагают годовой или 8-месячный, то это, в принципе, достаточно интересное решение. Как его купить? Через посредников, по объявлениям, люди привозят. Но есть еще один немаловажный минус, о котором я должен сказать, это отсутствие DTS, нормальной поддержки, то есть мы не смогли его проиграть в режиме pass-through. Плюс у нас подключен Harman Kardon, напомню, плюс отсутствие Dolby True HD, но есть декодер Dolby Atmos, Dolby Digital и Dolby Digital Plus. Больше ничего вы нормально не проиграете. DTS HD Hi-Res в pass-through в VLC выдал DTS 5.1 ядро. DTS 5.1 ядро вообще не проработал. Ну и, конечно же, отсутствие автофреймрейта, поэтому вы должны быть готовы, что если у вас в телевизоре нет нормальной уплавнялки, то данное устройство будет давать четкий трот, ну, вернее, джодер. Вот джодер эффект такой четкий, вернее, явно видимый. Вот так вот, перефразируем. Явно видимый такой стробоэффект. Но если у вас есть уплавнялка, то в принципе это решение достаточно хорошо. Что ж, ссылочки на такую штуку я размещу в описании под видео. Ищем варианты, как покупать через посредников. А в целом ждем выводы, ждем конца видео, наши выводы. Стоит ли заморачиваться насчет такого девайса или нет. И, конечно же, подписываемся на наш канал, если не хотите пропустить дальнейшие наши обзоры. Самые интересные, самые честные, самые увлекательные. Не только смарт ТВ боксов, гаджетов, девайсов, программ, геймпадов, да всего очень много у нас на канале. Что ж, ну а теперь я говорю вам хавабанг, ребята. Это же Бубльгум и Chromecast 2020 на канале Технозон. Поехали! Вот так вот выглядит Google TV Launcher. Это новый Google TV, который был презентован именно с презентацией Chromecast 2020. Для тех, кто хоть раз пользовался Amazon Fire стиками, либо Amazon Fire Cube, они сразу скажут, что это очень похоже именно на Amazon Fire Launcher. И здесь именно так и происходит. То есть есть у нас главный экран, есть приложение, есть библиотека там, где вы чего-то покупаете или добавляете в список просмотра. На главном экране есть те же самые каналы. Например, вот есть Num, TorServe, ну, добавится еще там HD Video Box, когда я его запущу. То есть тут как бы вопросов нет. При зажатии в каналы отсортировать нельзя. То есть, по крайней мере, мы не нашли такой возможности. Как раньше, допустим, зажать и выбрать, чтобы это было в избранное добавить, тоже нельзя. То есть, строки избранного тоже нет. Я считаю, что это вообще шаг назад. То есть, максимально облегчили тупо для стриминговых сервисов. При том, что у меня есть Netflix, но здесь нет строки Netflix и нет рекомендаций из Netflix. Мне это тоже не нравится, поэтому Android TV 9 с Android TV лончером мне больше нравится. А у нас есть
строка поиск, и с этим связаны тоже определенные неудобства, потому что если мы зайдем в приложение, это, скажем так, маркет, то есть мы можем найти приложение прямо здесь, но опять же, это все идет теперь вот именно из простого поиска, то есть по сути поиск фильмов, сериалов, приложений можете оттуда, можете здесь производить поиск приложений. Дело в том, что для того, чтобы поиск приложений у нас работал четко, то мы должны теперь указывать точное соответствие названия приложений. Если мы, например, наберем с вами OTT Player, только это должно быть именно написано так, как он есть в маркете, то он его найдет. Вот смотрите, OTT Player, и он запустил, допустим, он у меня установлен. Но как только вы укажете OTT Player с пробелом, он его не найдет. Это действительно, это намного, это откинуло назад, по сути, Google в своих приложениях. Давайте, OTT Player. И он его не найдет, он выдаст вот такие вот видосы. То есть это просто, это видео. Это видео, а приложение само в маркете не нашло. Это крайне удобно. То есть поиск осуществляется, ну давайте мы с вами попробуем найти какое-нибудь приложение, например, IPTV. Синенький вот тот же самый синенький IPTV, давайте найти. И он его нашел как приложение, внизу еще показал видео. Ну блин, ребят, ну бред. Честно говоря, мне тоже это не нравится. В рекомендациях здесь очень мало всего, то есть в старом маркете Android TV было намного больше, то есть они его урезали еще сильнее. Все, больше ничего у нас на главном экране нет. То есть это весь лончер. То есть есть какие-то урезанные плитки. Сами приложения расположены вверху. И можно выбрать показать все. Вот таким вот образом. У меня установлено FRD. Сразу показывает, что здесь FRD не работает. То есть здесь нет доступа root как такового. И плюс, ну давайте сразу AIDA 64 посмотрим. Плюс здесь нет никакого даже от Google API. Через Google API автофреймрейта его просто не существует. Это платформа Sabrina. То есть здесь 2 гигабайта оперативной памяти, 8 гигабайт хранилища, из которых доступны 4 154. У меня подключена microSD карта через USB hub, через Baseus, как я его называю. Здесь у нас стоит Cortex A55 до 1,9 ГГц, 4-ядерный iMlogic. Только вот вопрос какой, то есть либо это S905Y2 процессор какой-то там, вернее Y3, либо это X3. Но у него заявлена поддержка Ethernet через спецустройство, я вам покажу в меню для разработчиков. Я думаю, что будет специальная приблуда для подключения сюда сети, как дополнительная опция. Я думаю, что здесь все-таки X3, если чистый. То есть я не особо доверяю характеристикам, которые пишут на сайтах. За отображение отвечает Mali G31. Сетевой адаптер, вот кстати смотрите, у нас здесь достаточно слабый connection speed. Вообще connection speed на 5 ГГц должен быть как минимум там 800 мегабит, и тогда он будет показывать хорошие показатели. Здесь он connection speed достаточно тяжелый при идеальном уровне сигнала. Устройство, ну это все понятно. Вулкан устройства Mali G31, доступа к температуре нет. И вот кодеки. Что самое интересное, я сейчас обращу ваше внимание на VP9 on 2 от iMlogic. То есть здесь вроде бы заявлен поддержка VP9.2, но в стандартном YouTube мы посмотрим, как это все работает. Поехали с вами посмотрим, как изменилось меню. Если мы перейдем с вами вправо, мы увидим с вами настройки и вот такое вот включение вот этой вот заставки по типу Daydream от Apple, то есть будет меняться различные картинки. Есть здесь панель уведомлений, вот здесь вот она появляются уведомления. И в сами настройки идем, то есть это появилось вот такая вот меню настроек, где есть у нас сети интернет, аккаунты, конфиденциальность, экран и звук. Если мы зайдем с вами в экран и звук, то здесь HDMI цик. Вот насчет HDMI цик хочу сказать, что здесь охренительный HDMI цик. Плюс пульт поддерживает отдельную настройку для инфракрасного управления, допустим, ресивера. У меня сейчас подключен ресивер. Давайте, вот видите, у меня сейчас срабатывает ресивер. То есть я могу сейчас с помощью этого пульта через порт регулировать мой ресивер. То же самое можно делать с телевизором на включение-выключение. То есть это все настраивается при включении самого Google TV. Расширенные настройки экрана. Здесь есть игровой режим, low latency с минимальной задержкой. Есть расширенные настройки звука. Здесь можно выбрать формат
рассматриваем ручную Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, In Dolby Digital Plus и AAC. То есть DTS здесь нет, по крайней мере не заявлено. Ну, попробуем, как это все работает. Приводить в соответствии с контентом, то есть мы здесь можем включать, приводить в соответствие с динамическим диапазоном контента. То есть фактически мы включаем и отключаем HDR. Также в настройках у нас есть пульты и аксессуары, у нас подключен Chromecast Remote на текущий момент. Если зайти в систему, есть специальные возможности, где мы можем там выбрать контрастный текст, различные дополнительные системы об устройстве. Есть обновление системы. Обновлений нет, само собой, название устройства гостиная, это через Google Home. Он вообще совместим с Google Home, на его базе можно строить умный дом от Google, это очень все круто интегрируется. Есть у нас сброс настроек, статус, что еще? Версия OS Android TV 10, но с оболочкой Google TV. И, в принципе, больше ничего здесь нет. Дата, время, клавиатура, хранилище. Так вот, насчет хранилища. Вы видите, у меня подключена флешка на 32 гигабайта. Он ее через вот эту мою приблуду Bezos съел. При том, что мы не смогли подключить жесткие диски, ни SSD, ничего. Я так понимаю, что просто-напросто не хватает по питанию. Если я включу сюда сейчас SSD, он уходит в перезагруз и показывает, что есть устройство, оно безопасно извлечено. Оно просто не стартует. Я думаю, что если появятся приблуды с внешним питанием, либо, скорее всего, появится как доп. Опция, будет внешняя USB. Пока что у меня это не заработало. Режим энергосбережения. Зачем он здесь нужен, непонятно. Выключать экран через 30 минут. И есть трансляция, само собой. Давайте перейдем. Управление трансляцией показывает уведомления на всех устройствах и серийный номер. Сейчас проверим, как работает трансляция. И для разработчиков. Смотрите, что у нас здесь есть. О чем я говорю. То есть, если мы выберем с вами сейчас вот MTP, если у нас есть поддержка RNDIS USB Ethernet, то есть я так понимаю, что вполне возможно будет какой-то момент с подключением USB Ethernet. То есть это тоже такой интересный момент. Давайте сразу проверим трансляцию. Мне вот просто интересно, все-таки это Chromecast. Вообще он должен, по идее, транслировать 4К. Ну, мне проверить, откровенно говоря, не как 4К Chromecast. Трансляция экрана. Есть у нас вот гостиная Chromecast. Трансляция экрана поддерживается. Ну, само собой, это Chromecast 2020. Почему это не будет не поддерживаться? Вот, кстати, Google Home, если мы зайдем, увидим, что у меня здесь вот есть сейчас гостиная. Что-то он моргает, кстати, гостиная. 100% громкость. Здесь можно регулировать громкость. Идет воспроизведение. То есть мы прямо сразу вот на Chromecast. Вот информация об устройстве, так, удаление из дома. Короче, здесь очень много всего, то есть он поддерживается Google Home. Все, прерываем трансляцию, отключаем. Далее, вываливается в Daydream, как-то вот есть какие-то косяки мелкие. Поехали в мои приложения, будем немножечко его тестировать. Сетевые модули. Мы пробовали подкинуть через USB адаптер еще и Ugreen. Он у нас не поднялся. То есть USB сетевой LAN кабель мы не смогли подключить. Я думаю, что это действительно будет отдельная приблуда. Поехали. Сетевые возможности. Стартуем. И вы знаете, показал он в крайне плохой результат. При connection speed низком он выдал 286 мегабит на загрузку и 230 на выгрузку. Это круто. Это реально круто. Сейчас мы его подключим на 2,4 ГГц. Но, чтобы вы понимали, это MU-MIMO роутер. Стартуем сейчас 2,4 ГГц. Получаем тоже неплохой результат. Даже при наличии джиттера, дрожания в сети, у нас 90 мегабит на загрузку. И сейчас посмотрим. То есть, в принципе, он на 5 ГГц может выполнять все действия. Вы можете на него смотреть любые фильмы, любые торренты. Он как будет это вытягивать по сетевым своим возможностям. По производительности, в принципе, тоже сейчас посмотрим, насколько он производительный вместе со своей графической системой. Вообще, вот мы с вами закончили сетевые тесты. Вообще вот этот вот момент Google TV, ну допустим голосовой здесь поиск есть, самый лучший фильм. Его нужно удерживать, кнопку нужно удерживать, чтобы говорить. Вот, пожалуйста, оно нашло в YouTube, но не ищет в сторонних приложениях. То есть у нас установлен NAM, или NUM, как его называют, оно в нем не нашло. Изменить вы этого ничего не сможете. Давайте запустим HD Video Box.
Попробуем еще раз вызвать. А, кстати, появилась у нас... Нет, не появился у нас HD Video Box в каналах. Стандартных только Нум и Торсеров. Тоже расстройство. Давайте. Самый лучший фильм. То есть, ну все, только в YouTube. Это печально. Это печально, то есть урезан полностью функционал, который присущ Android TV 8. Из каналов у нас недоступен, допустим, тот же самый HD Video Box, хотя он есть в простом варианте исполнения. Возможно, где-то можно включить каналы. Мы облазили все настройки и такого не нашли. То есть у нас есть вот приложение. Ну, давайте откроем. Разрешение. То есть доступ к хранилищу только есть из разрешений. И здесь тоже у нас пропала менюшка главный экран, как в Android TV 8 или в Android TV 9. Вернее, лончер появился в Android TV 8, поэтому называю. Где можно было выбрать каналы и отсортировать приложения. То есть это все пропало. Из системщины больше, в принципе, проверять нечего. Можно было бы запустить какой-то тротлинг-тест, но так как нет датчика доступа к температуре, доступа к датчику температуры, это бессмысленно. Разве что 3D Mark запустить, посмотреть на его производительность. Будем использовать Ice Storm Extreme и Ice Storm Unlimited. Знаете, Ice Storm Extreme действительно очень высокий результат производительности. 5867 баллов, один из самых высоких, которые я видел на M-Logic S905X3 процессоре. Давайте Ice Storm Unlimited еще проведем. И 10344 балла в Ice Storm Unlimited. Это тоже крайне неплохо. Хорошо, давайте так. Из системщины все. Больше я к этому не возвращаюсь. Начинаем с вами оценивать мультимедиа. Netflix. Netflix здесь есть сертификация, само собой. Netflix поддерживает и 5.1 звук, и Atmos. Вот мы видим, что у нас есть Dolby Atmos, пожалуйста, вот. Смотрим значок, если он есть поддержка в системе, то, конечно же, Netflix его выведет. Сейчас у меня Ultra HD не подключен, он к Ultra HD телевизору, он подключен к рекордеру обыкновенному, но я что-то не вижу, чтобы появлялся значок HDR. Не буду утверждать, что здесь нет HDR для Netflix, скорее всего, это связано с тем, что он не определяет HDR в моем рекордере. Давайте, поехали, запустим какой-нибудь фильм. Все это, в принципе, своем работает. Давайте, Dolby Digital Plus появился, он должен у нас Dolby Atmos на моем ресивере в Dolby Digital Plus выводить. Да, Netflix работает. С этим Chromecast 2020 абсолютно идеально справляется. Поэтому мы как бы к этому придраться не можем. Блин, эти кнопки, конечно, пульт выглядит как детский какой-то, хотя он и неплох, я вам скажу. YouTube. С YouTube здесь особый сюрприз. Так как выдавать в результатах поиска там Smart YouTube TV и YouTube S Next, да, как он, Smart Tube Next, вот так вот, он не может, то давайте посмотрим в YouTube TV, если у нас поддержка нормальная HDR роликов. Даже Xiaomi Mi Box на текущий момент имеет такую поддержку. Включим жучка. То, что он 4К воспроизводит, это понятно, отлично. Мы видим 0 дропов. Все воспроизводит отлично. Почему в 2К? Надо включить принудительно 4К. Включаем 4К принудительно. Все 4К воспроизводится, но без HDR в YouTube. К сожалению, поддержки HDR в YouTube в Chromecast нет. В Chromecast 2020, по крайней мере, на тот момент, когда я снимаю. Возможно, появится в будущем. Но этого нет. Слушайте, меня прямо вот наводит на мысль, на то, что, возможно, здесь какие-то моменты есть. Давайте в приложениях найдем DRM Info. Открываем DRM Info, мне прям аж интересно. Бренд Google, продукт Sabrina, Hardware M-Logic, SDK. Слушайте, а здесь у нас должна быть поддержка, здесь обозначена HDR, а его нету, к сожалению. Вот так вот. Поэтому нет и HDR YouTube. То есть, если у меня, допустим, в Xiaomi Mi Box я включаю DRM Info, там написано поддержка HDR, то здесь нет. Ну, само собой, здесь есть и ClearK, кстати, версия 1.2. И Google Widevine Modular L1 тоже есть. И Microsoft PlayReady DRM. Поэтому здесь будут работать такие сервисы, как Megogo. Кстати, они должны находиться. Ну, да ладно. Хочу проверить на предмет проброса звука. Да, CamSD проверим. Выставим в настройки в VLC
проброс звук. Вообще здесь пофигу в чем проигрывать, потому что здесь как такового автофреймрейта нет. И будет срабатывать только ваша уплавнялка в вашем телевизоре, если таковая есть. Идем на CamSDM. А кстати, Jellyfish 120 Mbps. С внешнего USB источника он проигрывает 120 Mbps, поэтому если появится, если мы найдем, допустим, под него внешний хаб с внешним питанием, на котором заведутся жесткие диски, мы обязательно поделимся. Потому что с внешнего жесткого диска он проигрывает идеально. А вот, кстати, LG New York 4K что-то мне не пошел на VLC. Наверное, потому что это у нас немножко не тот формат, и он с внешнего жесткого диска не пошел. Хотя вот этот вот Jellyfish 120 Mbps 4K Ultra HD пошел, и это 10-битное H265 видео, очень странно. Хотя, как я уже говорил, давайте Dolby Test Tones проверим в режиме Pass-Through. Ну, Dolby Atmos у нас есть на нем, допустим, мы это знаем. Dolby... А вот это вот сюрприз. А вот это сюрприз. В Pass-Through Dolby True HD нет. Dolby Digital Plus смотрим в Pass-Through. Здесь, скорее всего, декодер срабатывает. Dolby True HD еще один не работает. DTS 5.1 ядро. Смотрим. Не работает. То есть у нас Pass-Through здесь нет, что ли? DTS Orchestra Long. То есть у нас здесь есть только Dolby Digital. Ни о каком DTS здесь. О, DTS HD Hi-Res есть. Стоп. DTS HD Hi-Res был. Стал DTS. Как-то вот очень странно. То есть DTS 5.1 ядро мы не воспроизводим, а DTS HD Hi-Res воспроизводим как 5.1 ядро. Давайте попробуем еще раз. Да, как простой DTS. То есть здесь есть конкретно только нормально работающий Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital простой. Имеем, что имеем. Давайте попробуем IPTV через OTT плеер, самый обыкновенный. Хочу попробовать, как он декодирует 4К каналы IPTV. Поехали. Ultra HD Cinema 4K. И здесь у меня вопросов вообще никаких нет. То есть он отлично работает. То есть вот 4К каналы листаю, и тут как бы у меня вопросов нет. Love Nature 4К. Русский Extreme Ultra HD 4K. По IPTV телевидению у меня вопросов не возникло, по крайней мере через OTT плеер, как бы как универсальное средство использую. Но также здесь мы можем с вами и смотреть торренты онлайн. Пришлось сюда установить TorServe для Android 10. Мы уже показывали обновление TorServe для Android 10. У меня сейчас стоит 77-й сервак. Видео про TorServe и про NUM лежит в описании под видео. Давайте в NUM попробуем выбрать какой-нибудь фильм и проиграть. В принципе, фильмы студии Marvel. Там обычно очень большие фильмы. Давайте Мстители Финал, торренты. И выберем торрент побольше, вот на 60 гигабайт, H264. Кстати, давайте здесь попробуем H265 найти, посмотреть, как проигрывает. То есть вот это вот заявление о том, что он не проигрывает через Plex H265 кодек, либо через NFS из внешних источников, тоже это достаточно прискорбный факт, который есть. Торрент пошел проигрываться на 50, там, на 40 с чем-то гигов. Здесь процессора вполне хватает для проигрывания тяжелых торрентов. Если у вас на телевизоре есть уплавнялка, то он, конечно же, отработает отсутствие автофреймрейта и все будет воспроизводиться плавно. Слушайте, мне нужен H265 кодек. Так, вот есть H265, тоже 4К 10 бит HDR, 24 гигабайта. Мне вот интересно, как он H265 кодек. То есть H264 торрент он проигрывает. Давайте H265 тоже пошло. Тут как бы у меня вопросов тоже нет. Хорошо, отлично. TorServe работает. Слушайте, давайте попробуем мотануть немножечко. Куда-нибудь подальше перемотает. Давай, ждем без монтажа. Перематывает. Давайте еще перемотаем. Давай, 47 минут. Ну, осилишь? Так, буферит, ждем. Да, осиливает, перемотку осиливает. Ох, неплохо. Вот в этом плане неплохо. Если бы его оснастили Android TV вот этим вот лончером, который не Google TV, а Android TV лончером, это был бы идеальный стик. Если бы у него был автофреймрейт и плюс DTS, то ну, вообще, блин, огонь. Вот реально огонь. Это был бы крутой стик. Немного неудобно вот это вот использование
голос вверх, голос вниз, вернее, громкость вверх, громкость вниз на боковой панели, как бы эргономически нецелесообразно. А в целом пульт, я вот попользовался даже на обзоре, я уже начинаю привыкать. Слушайте, ну меня там ругали, что я не запускаю никаких игр. Вот, хотя мне непонятно, зачем на стиках игры, он же будет греться, как не знаю кто. Давайте запустим Асфальт в режиме демо и подключим сейчас мой игровой пульт G4S. Кстати, здесь не поддерживается, да, и здесь не поддерживается GeForce Now игры почему-то, не знаю почему. По крайней мере, я его не нашел, вот, по крайней мере. Хотя, возможно, можно попробовать поискать по запросу NVIDIA Games или вообще по запросу NVIDIA. Вот здесь надо теперь точное соответствие, это очень-очень плохо. Давайте по запросу NVIDIA ищем. Ну нет, это чушь. Пробуем подключить мой геймпад. Вот я, конечно, сейчас такой фигней занимаюсь. Ребята, что ж вы так со мной делаете? Я на каком-то, кстати, говнобоксе не включил игру. И прям такое возмущение было. Ну, это просто жесть. Чтобы подключить пульт дистанционного Chromecast, удержите назад и домик. Мы не подключаем Chromecast. Подключится геймпад. Давай. Ждем. О, геймсир найден. Давайте подключаем. Да, подключение по Bluetooth. Он даже провибрировал. Ну, поехали. Как-то тяжело пошло. Ждем. И что самое интересное, это работает. Блин, это работает. Ну как он, вот сейчас я попробую, конечно, как он греется. А он не сильно-то и греется. Я вам скажу, там, скорее всего, весь корпус служит для рассеивания тепла, а Асфальт работает неплохо. Очень неплохо. Тестирую на Асфальте 8, потому что если работает Асфальт 8, то Асфальт 9 заработает 100%. Почему? Потому что Асфальт 8 более требовательный. Вот как что ни крути. Дело в том, что Асфальт 8 дает нагрузку не только на видеосистему повышенную, но и на сам процессор в том числе. И несмотря, вот давайте как пример, здесь Mali G31 и Mali G31 Allwinner A616. Ну вы попробуйте на Allwinner A616 сыграть и попробуйте сыграть на Amlogic S905X3. Это будут абсолютно две разных модели игры. То есть там будут тормоза из-за того, что не хватает процессорной мощности. Здесь у нас все идеально идет. Поэтому вот я считаю, что на этом вот какие-то казуальные, элементарные игры, которые есть в Android TV Play Market, то я считаю, можно поиграть. Можно поиграть, но недолго. Сгорит к чертовой матери. Слушайте, готов пойти прорезюмировать, хотя это работает. Вот работает. Готов пойти прорезюмировать данное видео. Что ж, переходим. Из выводов я его однозначно оставлю себе. Это вот один вывод. Несмотря на все его минусы, он мне нравится как устройство, которое я могу кинуть в сумку куда-то поехать, как устройство, которое я могу с собой носить даже в кармане. Его можно использовать для презентации, у него есть Chromecast встроенный, да, то есть вы куда-то пришли, воткнули в проектор, подключили свой смартфон, показали какую-то презентажку. И плюс можно смотреть полноценно фильмы. Мне понравился Netflix, мне понравилось сама по себе исполнение вот это вот вместе с этим пультом, понравилось взаимодействие через ЦИК, но не понравилось отсутствие HDR в YouTube стандартном. Ну, в целом, говорим как есть, мы его и не рекомендуем, и рекомендуем. Почему рекомендуем? Если вы хотите простое устройство, все в одном, то это вам подходит, но вы должны учитывать, что нет автофреймрейта и его все минусы. А в принципе, реальная замена ему это обыкновенный Xiaomi Mi Box. И Xiaomi Mi Box будет поинтереснее из-за его функционала и, допустим, Android TV платформы, но Xiaomi Mi Box менее производительный. Что ж, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Chromecast 2020 на канале Технозон. Пока, ребят.